Всем привет, с вами NFT Stars. 31 марта на нашей платформе стартует новый эксклюзивный аукцион, а это значит, что пришло время побеседовать с самим художником. И сегодня с нами Павел Климов, художник-сюрреалист из Сибири, чья новая работа Face Decotery и будет представлена на аукционе. Вообще, сам Павел родился в Сибири и хорошо знает, каково это быть приезжим в большом городе. И поэтому его работы – это слияние творческой трансформации окружающего социума и психоделических абстрактных акцентов его восприятия. И подробнее о творчестве художника мы сейчас и узнаем. Павел, привет-привет. Всем здравствуйте. Да, рад всех слышать, видеть. Мы тоже очень рады вас видеть. А расскажите, пожалуйста, как вы узнали про NFT и было ли сложно разобраться в самой технологии? Знакомство произошло довольно интересно, потому что я где-то 3 года занимаюсь уже тем, что произвожу искусство, пишу работы, делаю 3D-модели. Но сначала я услышал про NFT где-то год, может быть, чуть больше назад. И сначала было какое-то к этому недоверие, потому что это проходило где-то далеко, какие-то были невероятно здоровенные суммы. Вот. И казалось, что, конечно, если это уже проходит, то поезд уже ушел, и мы уже не успели, но каким-то образом все равно информацию мы находили, но коннектить кошельки, регистрироваться на платформах, перебрасывать валюту, это было очень сложно, и пару раз я отправил свои деньги куда-то в никуда, но сам процесс очень интересный, я рад, что я его понял. Я думаю, что стадия недоверия – это стадия, с которой любой художник, который переходит в NFT, когда-то сталкивается. А вот вы не боитесь, что диджитализация ваших работ может привести к потере уникальности? Вот все-таки цифровую копию подделать и копировать легче, чем физический оригинал. Я знаю, что такая ситуация есть, но я считаю, что я этого не боюсь, потому что у меня довольно интересный и узнаваемый стиль, и мне кажется, его довольно сложно будет подделать, потому что коллекция, которая есть сейчас у меня, она не генеративная, а написанная мной самостоятельно. Вот, а с другой стороны, если люди копируют твои работы, то это тоже пиар, значит, ты делаешь что-то хорошо. Да, конечно. Значит, за вами хочется следовать и подражать. А вот вам самому когда-нибудь доводилось быть чужим в большом городе? Расскажите об этой стороне, об этом опыте. Конечно, такая ситуация в жизни у меня была 2 раза. Первый раз, когда я переехал с Иркутска в Москву, это было где-то 3 года назад. И тогда как раз я понял, что при общении с людьми я сталкиваюсь с 3 определенными стадиями, которые указаны в моей коллекции. Первая стадия – это момент какого-то отчуждения, того, что ты не такой, как все люди вокруг, ты знаешь меньше, чем они, а значит, они объединены с друг другом чем-то больше. После этого я смотрел на людей, которые живут в большом городе, и начинал их приукрашивать взглядом. Думал, вот они живут в таком большом городе, наверное, они такие умные, такие интересные, такие замечательные. И после этого наступала 3-я стадия, когда я тратил кучу времени, чтобы с ними познакомиться и узнать их сильнее, но в конце оказалось, что это обычные люди, ничем не отличающиеся от меня, и наступало небольшое разочарование. И вторая ситуация, когда я был в большом городе, это был Нью-Йорк. Я работал по Work and Travel, но там уже было попроще, потому что мы уже заработали до этого деньги, и уже оставалось их только тратить с удовольствием в большом красивом городе. Поэтому Москва была, конечно, тяжелее, чем Нью-Йорк. Павел, а как вы думаете, вот в современных реалиях у художников, которые работают на холсте, у них есть будущее? Или вот все-таки диджитал когда-нибудь их вытеснит? Я считаю, что мы не должны вот эти 2 сферы, диджитал и реальные работы, друг с другом сравнивать и противоставлять. Мне кажется, мы должны рассматривать их вместе, они должны дополнять друг друга. Я считаю, что диджитал работы добьются своего максимального успеха, как только мета, как мы все понимаем ее, такой определенный мир где-то в компьютерах, разовьется полностью. Но это все равно другой мир, а реальный мир, он здесь. И поэтому, мне кажется, это всегда будет иметь место. Полностью с вами согласна. А кем вы вдохновлялись на заре своей карьеры? Кто ваши любимые художники и вообще сейчас к какому уровню мастерства вы стремитесь? Отвечу на первую часть вопроса. Я сильно вдохновлялся историей
не мужчины-художника сначала. Для меня сначала прообразом идеального художника и борца была Фрида Кало и ее муж потом Диего Ривьера. После какое-то время мне очень нравился Пикассо, как бы это ни было банально. Я посмотрел сериал, связанный с ним, он называется «Гений Пикассо». Я до сих пор, когда пишу свои работы, пишу их под этот саундтрек. Вот. А в последнее время мне очень нравится английская школа, это 20 век, это Люсьен Фрейд, Бэкон, Китай. Мне очень нравится, как они передавали эмоции именно 20 века. Почему-то я испытываю очень сильную романтику к этому времени и к работам, которые были тогда. А к чему я стремлюсь? Я стремлюсь уже к развитию собственного стиля и пытаюсь как можно меньше смотреть на других и заимствовать у них, самостоятельно рождать что-то. Это супер. Спасибо вам большое за это интервью. Мы были очень рады пообщаться и узнать побольше про ваше творчество и творческие планы. Большое вам удачи на нашем аукционе и на всех последующих аукционах, которые у вас будут. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Все заходите на аукцион, мы будем вас ждать. Делайте ставки. Обязательно и следите за анонсами.